Привет! Мы на Эльбрусе, но речь пойдет не о нем. Как следует раскатавшись здесь, мы решили отправиться на Чегет, каким бы пугающе страшным он нам ни казался. Эльбрус был, едем на Чегет. Погодка супер сегодня. Думаю, что покатаемся хорошо. Обязательно напялю белый костюм. Они там сдохнут все от зависти. Все-таки горы — это сказка, правда, Павел Александрович? Жалко, что нельзя щелкнуться вместе. Все это надо видеть, видеть, видеть. Галя, горы надо не только видеть, но и слышать. Давайте хоть немного помолчим. Да, все почти как в этом старом добром фильме «Завтрак с видом на Эльбрус» по повести известного барда Юрия Висбора. Вид на Эльбрус отсюда действительно замечательный, а завтракали они вон в том кафе. Это кафе «Ай». Здесь мы делаем небольшую остановку и поднимаемся выше. А почему Ай, Павел Александрович? Ай – это луна. Павел Александрович, может, прилунимся ненадолго? О, по шашлычку с красненьким. Ну, угощаем. Берем на всех. Кстати, доказано. Поднимаешься первый раз, ползаешь еле-еле, потом 50 капель, даже 20. И уже все. Немного фактов. Вот эта канатка, на которой мы сюда приехали, является первой в стране канатно-кресельной дорогой. Построили ее в 1963 году, а потом 3 года спустя тут же на радостях провели зимнюю спартакиаду. Участники финальных соревнований зимней спартакиады. Трасса скоростного спуска проложена на склоне горы Чегет. Ее длина более 2,5 километров. С тех пор Чегет завоевал мировую известность, а трасса на Чегете зарекомендовала себя как одна из сложнейших трасс в мире. После зимней спартакиады СССР провели еще ряд всесоюзных и европейских чемпионатов. В те же годы достроили еще вторую очередь подъемников, вот эту однокресельную дорогу, и там наверху есть еще небольшой 300-метровый бугелек. Подъемники довозят до отметки 3050 метров, и перепад катания получается 1140 метров. Пошли там сейчас сфоткаемся. Катаясь на Чегете, ты остаешься один на один с дикой природой посреди всего этого величия гор. Трассы никак не готовится, такая полная дичь. Но это и привлекает на Чегет в основном уже опытных райдеров, любителей экстрима, фрирайда и бэккантри. Новичкам тут делать нечего. Самые опытные и отчаянные катаются на северном склоне. Чегет условно делится на так называемые юга и севера. Севера – это нетронутая целина, сверхсложные комбинированные варианты, уклоны от 20 до 45 градусов, трассы через сосновый лес, в общем рай для фрирайда. Юга более пологие, но рельеф местности там тяжело читается. Лучше не отступать от намеченных маршрутов, чтобы не заблудиться. Юга делятся на ближние, средние и дальние. Мы катались в основном по югам. Катание катанием, красота красотой, но как на таком свежем воздухе не разыграться здоровому аппетиту? И утолить его на Чегете есть где. Как и на самой горе, так и внизу на поляне Чегет. Еще одно культовое место, которое мы посетили по рекомендации бывалых людей, это Пирожковая, которая находится между первой и второй очередями канатки. Я хочу мы хотим подняться наверх, потом по этой до половины проехать, и потом уйти вправо. Вот там, где развилка, ты уехал влево сейчас, чтобы сюда попасть, а там есть справа широкий такие столб.
Так, мы сейчас в самой намоленной пирожковой на Чигете. Пирожки ждем, пока только коньяк, чаек. У Илюхи свой банан есть. Илюха ест свой банан. Ура! Дынсь! Пирожковая находится между первой и второй очередями канатки. Здесь всегда полно народу и не зря. Ассортимент пирожков просто огромен. С мясом, сыром, грибами, черникой. В общем, на любой вкус. Говорят, что здесь самые вкусные пирожки на всем Кавказе. В чем мы лично убедились и всем рекомендуем. Вообще эти места здесь, горы, леса, все кругом пронизано какой-то особо сильной энергетикой, своей историей. Все это ощущается каким-то подсознанием, как будто висит в воздухе. Ты ликуешь в душе от всего этого могущества, и несмотря на то, что укатываешься каждый день почти в хлам, все равно чувствуешь эту энергию. Словами не расскажешь, надо самому прочувствовать. Ну вообще, ну ты крут. Ну а вечером мы посетили еще пару культовых заведений Чигета. Одно из них – кафе Friends, это которое на повороте на Чигет. Здесь царит такая дружеская, добрая, теплая атмосфера. Есть свободный микрофон, где можно блеснуть своими талантами, сыграв что-нибудь на гитаре или просто рассказать какую-нибудь туристскую или горнолыжную байку. Второе – это бар Deep Purple, который находится в цокольном этаже гостиницы Чигет. Эдакое видавшие виды с советских времен заведение, где под старый добрый рок тусят самые матерые райдеры, которых гора не укатала за день, и есть куда девать энергию. Здесь тоже царит своя особая атмосфера. На танцы наших сил уже не хватило, так чтобы себя показать, но и на других посмотреть тоже было приятно. В общем, набрались мы впечатлений на Эльбрусе и Чигете, и выпив на дорогу нарзанчика, со спокойной душой отправились домой, чтобы не раз еще сюда вернуться.